Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Мы начинаем наши новогодние выпуски. Уже декабрь, а это значит, что скоро Новый год. Самый важный праздник для многих в России. Согласна ли ты с этим? И считаешь ли ты Новый год самым важным праздником? Я вообще обожаю Новый год. Это мой любимый праздник. Я люблю все, что связано с Новым годом. Блюда, атмосферу и наши традиции. Да, я тоже люблю Новый год, и очень рада, что в этом выпуске мы поговорим о наших традициях, о русских новогодних традициях, потому что для нас, да, это что-то обычное, но для иностранцев, для тех, кто изучает русский язык, обычно это что-то необычное, удивительное, может быть, иногда даже странное. И даже сам факт того, что, например, для нас самый важный праздник — это Новый год, а не Рождество, обычно удивляет. И то, что мы празднуем Рождество после Нового года, тоже удивляет. Да, и, наверное, первая традиция, о которой стоит поговорить, это то, что мы в России любим праздновать Новый год долго и качественно. У нас есть новогодние праздники, которые официально длятся 10 дней в январе. Конечно, все очень ждут этого периода, когда можно отдохнуть, провести время с семьей и насладиться зимой. Согласна. И перед тем, как мы продолжим, я хочу напомнить, что э, этот подкаст существует еще в формате видео-подкаста, и вы можете смотреть видео с нами на YouTube и также включить субтитры, они доступны там. А также у нас есть разговорный клуб. Если вы хотите практиковать русский каждую неделю, все детали в описании, прочитайте и обязательно присоединяйтесь. В декабре начинаются вечеринки по случаю Нового года. И они проходят в детских садах, в школах, на работе. Просто они по-разному называются. Да, самый, наверное, милый праздник проходит в детском садике, там, где учатся и воспитываются самые маленькие. Дети обычно готовят танцы, песни, сценки и приглашают родителей на этот праздник, и родители смотрят, умиляются, как их маленькие детки танцуют. И, конечно, принято на этот праздник надевать какую-то необычную одежду, костюмы. И в моем детстве, наверное, в твоем тоже, не было такого большого выбора разных костюмов. И обычно девочки были снежинками, и мальчики были мушкетерами. Ну, на самом деле, мушкетер это какой-то прям трудный наряд. У нас обычно были девочки-снежинки, мальчики-зайчики. Да, да, зайчики тоже были, как просто у них были такие ушки. У Да. мушкетеров была шляпа, насколько я Ну, помню. шляпу еще нужно сделать. Да, но сейчас можно купить любой костюм и за достаточно небольшие деньги, и это очень круто. И у меня точно есть где-то в архиве фотография, где я в костюме девочки снежинки, в красивом платье, то есть, а вокруг меня 10 мальчиков в костюме зайцев. Очень разнообразно, очень оригинально. Да, если ты сможешь, будет здорово показать эту фотографию тоже на экране. Да. Прекрасно. Воспитатели в детском саду готовят целую сказку для детей, и обычно сюжет такой, что Баба Яга, это старая женщина, старая злая женщина, хочет испортить праздник детям. Но в конце все-таки добро побеждает, и у детей получается спасти праздник, и в конце приходят Дед Мороз и Снегурочка.
У нас не Санта-Клаус, у нас Дед Мороз. И ходит он вместе с молодой и красивой Снегурочкой. Да, и мне нравится еще, что всегда дети должны позвать Деда Мороза. Это тоже такая маленькая милая традиция, когда все дети кричат «Дед Мороз!» и только тогда он приходит, чтобы спасти ситуацию. И, кстати, эта традиция хорошо показана в песне, очень известная песня группы «Дискотека Авария». Песня называется «Новогодняя». Загуглите, я уверена, вам понравится. Но у нас вообще есть несколько таких традиций кричать, чтобы что-то произошло. Например, когда дети хотят, чтобы огни на елке зажглись, тоже нужно кричать. Помнишь, что? Да. Раз, 2, 3. Ёлочка! Елочка, гори! Да. Елочка. Ну, обычно она горит не с первого раза, по-моему, да. Воспитатели просят детей кричать громче, экспрессивнее, да, и потом елочка начинает гореть. Хорошо, но вернемся к Деду Морозу. И почему же его так все любят и ждут? Потому что Дед Мороз приносит подарки. И в детском саду он действительно дарит детям подарки. Но, конечно же, за эти подарки уже заплатили родители. Но дети пока этого не знают. И давай расскажем, какой это подарок, потому что это обычно сладкий подарок, то есть это такая коробка, в которой лежит много сладостей, конфет. Также на работе родители детей до 14 лет получают такой подарок для детей. Мгм. И это очень приятно, потому что мы, как дети, которые получали эти подарки, всегда очень радовались. Это также один из моих любимых моментов детства и праздника Новый год, потому что это какое-то особое удовольствие утром 31 декабря бежать под елку, где стоит этот сладкий подарок, открывать его, выбирать самые вкусные конфеты, а самые невкусные оставлять на черный день. Хорошая фраза. На черный день, то есть когда ничего не будет сладкого, тогда можно и эти невкусные конфеты съесть. Да, я знаю, что оставалось на потом. Это рачки. О да, а я еще не любила вафли. Вот такие, О, да, вот это не моё. ну понятно. Но обычно мы забирали все самое вкусное себе и родителям оставляли, что там осталось. Да, Да. но я бы сейчас не отказалась получить такой сладкий подарок. Если честно, это настолько, любимая мной традиция, что в прошлом году я заставила мужа подарить мне сладкий подарок. Он сам собрал самые вкусные шоколадки и конфеты, и я получила свой подарок. Да, я думаю, он просто такой: "Я не знаю, зачем я это делаю, но я это делаю". Да, так и было. Так, ну прекрасно. И да, Дед Мороз это центральная фигура, все его ждут, он дарит подарки. Также дети пишут письмо Деду Морозу, и там они говорят: Дед Мороз, я так хорошо себя вел в этом году, пожалуйста, подари мне, и пишут дальше свои желания, что они хотят получить у Деда Мороза. И родители читают и думают: блин, нужно где-то найти эту игрушку или что-то еще. И есть также те, кому повезло немного больше. И Дед Мороз приходит лично к ним под Новый год. Но ребенок тоже не знает, что это не настоящий Дед Мороз, а родители знают, что это аниматор, потому что родители сами искали этого актера и сами платили ему деньги. Ну и не все семьи могут, конечно, заказать такого Деда Мороза со Снегурочкой. И иногда роль Деда Мороза играет папа или дядя, или, может быть, сосед. Да. Кстати, недавно, когда мы отмечали Новый год с семьей, как раз, для моей племянницы приходил Дед Мороз, и его играл ее папа.
и она еще маленькая, и поэтому они все думали, догадается она, что это папа или нет. Но не догадалась, подарки были важнее. Она сделала вид, чтобы получить подарки. Да, да-да-да, что там говоришь, неважно. Ну да, много таких смешных историй, где дети тянут за бороду и говорят: «О, папа, ты тут». Да. А еще мне нравится в этой традиции, что обычно Дед Мороз не просто дарит подарки и говорит «до свидания», а ребенок должен подготовиться или спеть ему песню, или рассказать стихотворение. Мне кажется, это классно, когда ребенок готовится к этому моменту и потом может показать свои таланты. Да, в твоем детстве нужно было вставать на табуретку, на стул, чтобы рассказывать стихотворение? Да, сейчас, думая об этом, я считаю, что это немного странно, но, наверное, идея в том, чтобы ребенок был в центре внимания. Да, наверное. Но это было немного страшно в детстве стоять на табуретке. Во-первых, это для ребенка высоко. Во-вторых, ответственный момент, когда тебе нужно не забыть стихотворения, которые вы учили с мамой, ну, как правило, с мамой специально для Деда Мороза. И еще одна особенность аниматоров, которые приходят в костюме Деда Мороза, это то, что, ну, они работают на праздник. И это самый важный праздник в году. И у них много квартир, в которые нужно зайти. И иногда они начинают праздновать немного заранее. И, в общем, если говорить прямо, от Деда Мороза иногда пахнет водкой, когда он приходит к детям. Но дети, мне кажется, закрывают на это глаза. Им не важно. Да, подарки давай и до свидания. Ну и перейдем к традициям для взрослых людей. Одной из таких традиций являются фильмы, которые из года в год, то есть каждый год, россияне смотрят перед Новым годом. И есть старые советские фильмы, которые посвящены Новому году. Например, «Ирония судьбы», такой культовый фильм, который знают все. Или фильм «Чародеи», такая советская сказка. А есть также фильмы, которые просто мы смотрим по традиции. Например, «Иван Васильевич меняет профессию». Это известная комедия. Или фильм «Девчата». Там просто есть зимние пейзажи, и мы как-то по традиции его смотрим перед Новым годом. И есть еще серия современных фильмов. Это фильмы «Елки», которые тоже люди часто смотрят, и мне, например, они очень нравятся, потому что у них какая-то волшебная атмосфера, ну, по крайней мере, у первых нескольких частей. И однажды мой студент из Мексики спросил меня, а почему россияне так любят старые советские фильмы? И я задумалась, действительно, почему мы их так часто смотрим. Но единственным ответом, который у меня есть, является то, что советские фильмы — это ностальгия для нас, и это возможность окунуться или вернуться в наше детство. Да, верно. Ну и что, перейдем к главной части. В новогоднюю ночь, после того, как все красиво оделись и вынесли все блюда на стол, и стол уже еле стоит, потому что на нем очень много еды, начинается самая главная часть. Это куранты. Куранты — это большие часы, и, как правило, когда мы говорим о курантах, мы имеем в виду часы на главной башне Кремля. Так вот, в 23:59 куранты начинают бить. Бьют 12 раз. И в это время все вместе считают раз или 1, 2, 3 и так далее. И когда уже наступает Новый год, все празднуют, тёкаются, целуются, поздравляют друг друга, открывают шампанское, разливают шампанское, и так все вместе входят в Новый год. Мгм. Точно. И есть еще одна традиция, которая как Мгм. раз происходит во время этого момента, когда бьют куранты.
Это специальная традиция, которую мы делаем, чтобы загадать желание. И если вы хотите в этом году отпраздновать Новый год по-русски или загадать желание по-русски, то записывайте. Вот инструкция. Вам понадобится маленький листочек бумаги, карандаш или ручка, зажигалка и бокал с шампанским. Когда начинают бить куранты, вы быстро-быстро пишете ваше желание на этой маленькой бумажке, поджигаете ее, и когда она уже почти совсем сгорела, бросаете в ваш напиток, в шампанское обычно, и выпиваете, пока куранты не закончили бить. Да, это странная традиция. Но на самом деле очень весело это делать и пытаться успеть. Мне кажется, прикольно. Ты что думаешь? Я тоже считаю прикольным, и каждый год об этом рассказываю и на своей странице, и на уроках, и каждый год это что-то удивительное, что-то невероятное. И, конечно, всегда есть вопросы, а безопасно ли это? Мы не знаем. Мы живы. Ты делала это когда-нибудь? Делала, да. Не каждый год, может быть, просто иногда хочется насладиться курантами, а не спешить писать желание, но делала. Да, я тоже делала, поэтому мы живы, с нами все нормально. Вы будьте, пожалуйста, аккуратны, наверное, лучше выбирайте карандаш, а не ручку, и придется подумать над формулировкой вашего желания, потому что, как вы понимаете, времени немного, и нужно успеть его записать, поджечь и не обжечься, да, не обжечь пальцы. Поэтому, если вдруг вы мечтаете об уровне C1 по русскому языку в следующем году, вы можете таким образом загадать это желание. Так, ну и что происходит дальше? Дальше все выпили шампанского, загадали желание, и все садятся за стол и начинают есть майонезные салатики, наши, да, закусочки. И потом начинаются салюты. И те, кто купил салюты, они выходят на улицу, чтобы их запускать. Те, кто не купил салюты, тоже выходят на улицу, чтобы посмотреть на салюты тех, кто их купил. Это смешно, но в то же время это правда. Ну да. Почему бы и нет? Так, ну и потом, что происходит потом? Потом обычно люди гуляют, и новогодняя ночь обычно заканчивается под утро. Да, точно. Так и заканчивается наш Новый год. И мы рассказали об основных новогодних традициях, но это не последний выпуск об этом празднике, и в следующем выпуске мы продолжим. Но сейчас вопрос недели. Вопрос недели. Какая новогодняя традиция в вашей стране вам нравится больше всего? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.